Bonsoir, mes amis. Good evening, my friends. Good Abend, meine Freunde. Доброго вечера. Добрый вечер. Today I will tell you about warming up before training, and I will teach you how to do it. My warm-up has been collected over many years. I have collected it from different sports. Дорогие друзья, сегодня проведем разминку. Я хочу с вами поделиться тем способом разминки, которую делаю я, которую я собирал на протяжении многих лет. Упражнения, входящие в нее, я взял из многих видов спорта, так как занимался различными видами спорта, пока пришел к боксу. Приступим. My friends, training begin. Мои друзья, начинаем разминку. Чуть-чуть расскажу о ней. Я ее собирал, компонировал много лет с разных видов спорта. В ней мы прорабатывать будем все части тела, начиная с головы, с шеи, заканчивая стопами ног. Старт. Первое упражнение – это разминка шеи. Мы в нем прорабатываем по полной оси, делаем разминку шеи, чтобы проработать саму мышцу шеи, сами хрящи, чтобы запустить кровопоток и связь головного мозга с костным. Делаем, можете начинать с 5 повторений на каждую сторону, я делаю 15, можете начинать от 5 и идти дальше. Поехали. Делаем полную амплитуду. Может, вы в процессе тренировки обратите внимание, заметите, что я не тренировки, а разминки, я извиняюсь, что я перекидываю вес с одной ноги на другую. Это лично я сам придумал для себя, да, это полезно в боксе, перенос веса, это одно из основных составляющих техники бокса. И вот во время разминки я начинаю уже это непроизвольно делать, да, ну, это планово, бывает я не делаю, бывает делаю. Также это помогает очень развить мелкую моторику, координацию. То есть мы делаем упражнения и параллельно делаем перенос веса. Да, это как раньше нас учили, там, да, одна рука, допустим, хлопает по лбу, вторая там гладит живот, ну, в таком плане. Также, друзья, спешить не нужно, делаем медленно, прорабатываем все части тела. Следующее упражнение в нашей разминке – это будет разминка верхней части туловища, точнее трапеции, плеч. Это упражнение называется шраги. Ну, он у меня входит в разминку, я без веса его делаю. Вот. Начнем. Тоже полная амплитуда. Ну и возвращаем вперед тоже. Вот, следующее упражнение, разминаем пальцы. Берем большой палец, тянем его к предплечью. Теперь следующая рука. Также берем запястье и тянем его максимально, растягиваем предплечье, растягиваем связки, тянем пальцы сюда. Также, ребята, хочу сказать, что не обязательно, да, может быть, вы не обязательно именно четко из каждой части тела упражнения будете делать в этой последовательности. Самое главное, чтобы вы начали с головы, да, и пошли плавно до стоп ног, до прыжков.
А какие именно упражнения, по какому порядку будете делать, ну, это не принципиально. Допустим, может быть на плечи несколько упражнений, там несколько упражнений на таз. То есть неважно, какое вы будете делать в этот момент конкретно упражнение. Главное, чтобы оно было эти для шеи, эти для трапеции, эти для плечей, это для связок, это для пальцев, это для кистей, это для таза, это для колен, это для стоп. Следующее упражнение, друзья, называется ножнички. Я делаю его 50 раз. Да, вы начинаете с 15. Поднимаем ручки, начинаем снизу и поднимаем вверх, делаем вот такие упражнения. Это ножнички называются. Обычно его ногами делают, но мы будем делать, начинать с рук. Можно так растягивать чуть-чуть грудную клетку сразу. Вернее, не нужно, а желательно. Да, там 5 раз сделал, раз. 5 раз сделал, раз. 5 раз сделал, раз. Так, следующее упражнение – хлопки. Хлопочек надо делать вперед и сзади. Растягиваем мышцы спины, широчайшую, трапецию, плечики. Тоже я делаю 50, вы можете делать, начинать с 15. Вот это так выглядит. Сзади хлопочек, спереди хлопочек, сзади хлопочек, спереди хлопочек. Для ребят, которые занимаются боксом, это ну, вот как удар. Да, можно отрабатывать. Я это так делаю, как, допустим, удар вверх, боковой. То есть вот это амплитуда идет вот такая. Ну, а вообще делаем так. Раз. Это хлопочки вообще. Ну, уже тут голова должна соображать, да, допустим, если вы это делаете для оздоровительных целей, для вас это не надо вот эти переносы веса там и так далее, потому что я буду параллельно вести и для бокса связано, и просто для фитнеса. А для ребят, занимающихся боксом, боевыми, да, искусствами, это в принципе, ну, это нормальная, как бы, ну, нормальный вариант, да, разминки. Следующее упражнение, ребята, тянем спинку, тоже широчайшие, плечики работают, трапеция. Выглядит это вот так. Берем локоток, вот рука, раз, и руку над головой, за голову точнее, вот. И вот сюда, в эту сторону тянем. Если это правая рука, в левую, если левая, в правую. Делаем 5-15 раз, я 15 делаю. Растягивается очень хорошо плечики, спинка. Вот это вот так выглядит. И ту же руку тоже берем, вот левую, и тоже сюда 15 раз делаем. Так, следующее упражнение, тоже берем локоточек, ножку тянем в ту сторону, локоть, ну то есть если правая рука, то в левую сторону, ногу параллельно тянем в другую сторону. Это мы уже переходим к пояснице, к мышцам спины, нижние. Ну и также для суставов это полезно, для хрящей точнее, для хребта. Вот, тоже 5-15 раз. Все, когда вверх до пояснички закончили, начинаем делать поясницу, ноги на ширине плеч и делаем обычные вращения, ну, с амплитудой старайтесь делать. Я тоже использую это, вот, держу руки, да, это для ребят, кто занимается боксом, типа как нырочек, да, я его делаю, оп, чуть-чуть подсел, оп, чуть-чуть подсел, можно двигаться, вот, тоже 5-15 раз, но я его-то использую, да, можно вот прям, как вроде бы ты подныриваешь, в таком плане, вот, тоже делаем 5-15 раз. Все, обычно делайте вот просто полную амплитуду, можно ручки вот так к поясу, да, делаем полную амплитуду. Дальше переходим к коленочкам. Прокручиваем полностью мениски, коленные суставы, чашечки. Вот, в одну сторону делаем 15 раз и в другую сторону делаем 15 раз. Вот, теперь переходим, уже можем переходить на стопы ног. Прошу обратить внимание, стопы, ноги. Это очень важно разминать в любом виде спорта, потому что мы больше всего находимся, ну, гимнасты там понятно, это отдельная тема. Я для общих, кто бегает, кто
играет в футбол, ну, спортсмены это знают, понятно, нужно уделять этому внимание. То есть сейчас мы приступаем к стопам, разминать стопы. Вот, я делаю вот такое упражнение 15 раз. Прокручиваем вот так. На носочек ставим ножку и прокручиваем. В одну сторону 15 раз и в другую сторону 15 раз. Медленно, спешить не обязательно, надо чувствовать, как двигается. Да, как вот вы ручку делаете, тоже ножки, это те же, ну, тоже конечности ваши. Так, теперь переходим на эту ногу, тоже делаем. Туда 15 раз и обратно 15 раз. Ну, начинайте с 5. Так, в следующем упражнении мы переносим вес на ту ногу, которая сейчас не разминаем. Допустим, сейчас я буду разминать правую, я переношу вес на левую ногу и правой ножкой расслабленно делаю вот такие упражнения. Тоже стопа разминается. Полностью мы прорабатываем. Теперь другое. Сюда вес на правую, левую разрабатываем. Ребятам, кто занимается боксом, можно в стоечке постоянно работать. Меняться. Ну, короче, по ситуации. Теперь растягиваем вот таким образом. Тоже делаем 15 раз. И вторую ножку тоже. Я делаю, добавляю вот такие вот упражнения еще бывают. Ну, смотрите по ситуации. То есть это, кто занимается, знает, это ты вес унес, ушел сюда, перенес вес, отсюда вышел. Вот, ну пока делаем разминку. Теперь будем тянуться, будем делать упражнения для гибкости. Первое упражнение такое, мы разводим ручки, растягиваем грудной отдел, широчайшую, выглядит оно так. Раз, два, три, и теперь тянемся вниз. Раз, два и три. Я делаю вот так вот. Раз, два и три. То есть 3 разных положения тянемся. Начинайте делать с 5 раз. Также, друзья, хотел сказать, не забывайте дышать. На отягощение надо выдыхать. То есть, если вы тут вам тяжело, вы делаете раз, два, три, потом внизу вы выдыхаете. Раз, два, три. Растягивается грудной отдел, широчайшая, трапеция. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну, начинать можете тянуться вниз по чуть-чуть. Не обязательно прямо вот как я делаю. Чуть-чуть. Раз, два, три. Сделали, да. Тоже 5, с 5 раз начинайте. Достаточно медленно делайте, спокойно. Так, следующее упражнение. Упражнение тоже на гибкость и на поясничный отдел. Вот выглядит оно следующим образом. Вдыхаем. Можно вот так делать. Тоже тянемся. Можно ноги чуть-чуть шире, можно ноги вместе. Варьируйте, допустим, во вторник сделали вот так, в четверг сделали так, в субботу сделали так. Просто чем шире ноги, тем вам легче будет вниз тянуться. Вот. Теперь тянемся, кто как может. Ну, вообще я тянусь полностью. После этого упражнения обычно я делаю глубокий вдох, потому что все растянуто, раскрыто, чтобы это упражнение помогает увеличить объем легких. В чем оно заключается? Вы делаете вдох
потом делаете, то есть вы делаете 3 вдоха максимально до того, как вы уже не сможете. В верхней точке задерживаете дыхание, и потом вот так вот опускаясь, выдуваете. Можно сделать 2-3 раза. И после этого упражнения переходим к растяжке. Все, я делаю тоже 5-15 раз. Вот у вас, поверьте, вот это, ну, я по себе могу сказать свои впечатления. Меня эта разминка полностью устраивает. Активируются все части тела, все органы, кровь идет, улучшается кровопоток, насыщается организм, да, воздухом, кровь, начинает лучше функционировать сердце, да, дыхательные пути. Вот и в завершение я делаю, ну это больше связано уже с боксом, да, я делаю такое упражнение. Это прыжки с прокруткой рук, да, по своей оси. Ну, боксеры знают, что это за упражнение, да. Вот. По 15 раз, да, в 2 стороны. Вот. Потом вот такое дело. Тоже это для суставов ручек. Вот. И в эту сторону. И вот так вот еще. С одной стороны на другую. Вот, а обычно, кто будет делать в оздоровительных целях, да, там для фитнеса, просто стали, вес перекидывать можете, можете нет. И делаете эти же упражнения без прыжков. И, дорогие друзья, хочу порекомендовать тем, у кого это будет, допустим, да, ну, они начнут с этого, как бы эта разминка будет их тренировка. Я понимаю, что это для любителей, там, для профессионалов, это как разминка, это меня как разминка. Но если вы только начинаете, у вас это может быть даже как тренировка, в этом ничего такого нет, это нормально. Я вам просто рекомендую тогда добавить еще к этой тренировке, да, вот такие прыжки с хлопками над головой, да, это вот так вот. Выдох вверху. Ну, тоже делайте, начинайте с 15 раз, ну, можно с 20, с 25, это такое упражнение хорошее. Можете полуприседу такой легенький делать, я делаю так. Так что вот, дорогие друзья, такие вот дела. Всем хорошего вечера, дня, любого времени суток, успехов в спорте, в какой-то физкультуре, чтобы она вам приносила пользу. Данное видео займет, там, я не знаю, может быть 20 минут времени. Потому что я много разговариваю, объясняю, да, но вообще у вас эта разминка должна занимать где-то 10 минут. Все, всех был рад видеть. Всем успехов, до новых встреч.